Стая хищных касаток набросилась на одинокого детеныша кита. Казалось, что водные хищники готовы разорвать детеныша на части. Но в решающий момент появился неожиданный спаситель. Глубины Тихого океана таят в себе множество тайн, вызывающих затруднения. В обычный день группа морских исследователей отправилась в исследовательское путешествие на борту своего морского судна, намереваясь изучить особенности миграции серых китов. Однако судьба уготовила им более экстраординарное событие. Когда солнечный свет начал окрашивать горизонт в нежные розовые тона, внимание исследователей привлекло необычное зрелище. Вдалеке они увидели одинокого детеныша кита, который казался затерянным в бескрайних водных просторах. Исследователи осторожно приблизились, чтобы оценить ситуацию. Детеныш выглядел испуганным и сбитым с толку, он был очень молод и нуждался в материнской заботе. С беспокойством наблюдая за ним, они заметили, что детеныш в отчаянии вертится на месте, издавая жалобные звуки, словно взывая о помощи. При ближайшем рассмотрении они обнаружили, что это был молодой голубой кит, самый крупный вид китов на Земле. Но где же была его мать? Они прочесали близлежащие окрестности в поисках каких-либо признаков взрослого синего кита, но их усилия оказались тщетными. Детеныш был совершенно один в океанской глуши. Команда решила не нагонять страху на и без того напуганного теленка, а вместо этого продолжала наблюдать за ним на расстоянии, надеясь на положительный поворот событий. В течение дня ситуация оставалась безрадостной. Отчаянные поиски матери теленкам не дали никаких результатов, но увели его все дальше от береговой линии. К полудню начали проявляться тревожные признаки. Детеныш начал уставать, его движения стали вялыми, а крики стали реже. Морские эксперты знали, что без поддержки матери шансы малыша на выживание были невелики. Внезапно спокойное море вокруг детеныша нарушилось. Стая касаток нацелилась на то, что они сочли легкой добычей. Однотонные водные охотники окружили беззащитного детеныша, образовав вокруг него плотное кольцо. Беспомощные исследователи, ставшие свидетелями надвигающейся трагедии со своего корабля, в ужасе наблюдали за происходящим. Касатки, известные своими методами совместной охоты, предприняли агрессивный шаг. Самая крупная из них стремительным движением нацелилась на хвостовой плавник детеныша, пытаясь утянуть его под поверхность воды. Несмотря на его испуганную решимость, попытки теленка отразить нападавших были тщетны перед их подавляющим числом. Над водой разнесся горестный рев, и затруднительное положение теленка вызвало немедленное сочувствие у зрителей. Казалось, судьба молодого человека была безрадостной, но среди этой тьмы произошло нечто необычайное. Спокойная поверхность воды была нарушена волнующейся рябью, кульминацией которой стало появление массивных фигур — горбатых китов. Они появились из ниоткуда, чтобы защитить беззащитного детеныша совершенно другого вида, повергнув наблюдателей в изумление. Обычно, избегая конфронтации с касатками, эти горбатые киты теперь агрессивно перешли в наступление. Они врезались своими массивными формами в скопление касаток, вызвав беспорядок в синхронных действиях хищников. Окружающие воды превратились в поле бурной битвы. Взмахивая своими огромными хвостами, чтобы поднять мощные волны, горбачи использовали этот маневр, чтобы дезориентировать касаток и отвлечь их от цели. Но горбачи на этом не остановились. Они размахивали своими огромными 5-метровыми грудными плавниками как оружием. Смертоносность этих полутонных плавников представляла угрозу даже для опытных охотников. Застигнутые врасплох таким решительным сопротивлением, касатки начали отступать. Однако пара выдающихся горбатых китов не были готовы к легкому отступлению, решив вместо этого отогнать хищников подальше. Это было необыкновенное зрелище, поразившее исследователей. Они задокументировали каждый момент, осознавая беспрецедентность своего наблюдения.
Как только касатки скрылись из виду, все вздохнули с облегчением. Детеныш был в безопасности, хотя и напуган, но невредим. Когда надвигающаяся угроза уменьшилась, горбатые киты начали разбегаться, каждый в своем направлении. Но они не бросили детеныша. Рядом с ним проплыла крупная самка горбатого кита, ткнувшаяся в него носом. Биологи предположили, что она направляла его к более спокойным водоемам. В течение нескольких часов они наблюдали, как она составляла ему компанию, часто оказывая свое ободряющее воздействие, чтобы успокоить его после травмы. Эмоциональный резонанс, вызванный этим зрелищем, заставил нескольких членов команды прослезиться. С наступлением сумерек исследователи заметили неподалеку группу голубых китов. Горбатая китиха, словно понимая, что ее задача почти выполнена, осторожно направила детеныша к ним. Похоже, она доверила детеныша общению с представителями его собственного вида. Голубые киты, заинтригованные приближением детеныша, проявили неподдельное любопытство. Одна из самок подплыла ближе, внимательно наблюдая за детенышем. Через несколько мгновений она, казалось, сделала выбор. Молодой кит был принят в группу, и вскоре они начали удаляться. Горбатая самка некоторое время наблюдала за удаляющейся группой, затем повернулась и поплыла в противоположном направлении. Ее задача была выполнена. Она спасла жизнь беззащитного младенца и дала ему возможность развиваться. Это неожиданное событие повергло ученых в изумление. Они не могли поверить, что стали свидетелями такого глубокого проявления межвидовой эмпатии и доброжелательности. Эта встреча кардинально изменила их представление о поведении китов и их эмоциональных способностях. В последующие дни команда продолжила свои исследования, но разговоры постоянно возвращались к невероятному спасению. Они собрали дополнительные данные и вскоре выяснили, что это был не единичный случай. Выяснилось, что горбатых китов наблюдали несколько раз, когда они защищали не только свой вид, но и других морских животных от нападений касаток. Это вызвало любопытство относительно причины такого поведения. Исследователи были особенно заинтригованы подобным случаем, который произошел в ледяных водах Антарктиды несколькими годами ранее. Здесь горбатый кит героически спас тюленя от нападения касаток. Это невероятное событие было записано на пленку, вызвав значительный ажиотаж в научном сообществе. Согласно свидетельствам из первых рук, тюлень, спасаясь от касаток, нашел убежище на теле горбача, укрывшись в расщелине на колоссальном боковом плавнике кита. Вместо того, чтобы оттолкнуть непрошенного гостя, горбач активно участвовал в его спасении. В течение 20 минут горбач плавал кверху брюхом, защищая тюленя. Он умело уводил касаток от своего подопечного, пока опасность не миновала. Только тогда отважный горбач осторожно опустил тюленя в воду. Этот случай, наряду с произошедшим ранее инцидентом с молодыми китами, заставил исследователей переосмыслить свое понимание эмоциональной сферы китов. Они начали понимать, что эти замечательные существа обладают гораздо более глубокими эмоциями, чем они первоначально предполагали. Исследователи потратили несколько месяцев на изучение полученных данных и сравнение их с другими зарегистрированными случаями. Ученые пришли к выводу, что поведение горбатых китов может быть объяснено только глубоким чувством сопереживания. У этих огромных водных животных, по-видимому, было инстинктивное стремление защищать слабых и беззащитных, даже если те, кто в этом нуждается, принадлежали к другим видам. Такое открытие вызвало серьезные вопросы в научном сообществе о существовании альтруизма в животном мире. Новости о героических действиях китов распространились по всему миру, вызвав благоговейный трепет у множества людей по всему миру. Это открытие имело огромное значение. Оно изменило не только научное восприятие поведения китов,
но и повлияла на общественное мнение. Люди начали по-новому смотреть на этих внушающих благоговейный трепет морских титанов, осознавая их сложность. Растущий интерес к китам привел к активизации природоохранных мероприятий. Многие страны скорректировали свои законы, чтобы лучше защищать этих морских млекопитающих. Были созданы новые морские заповедники и расширены границы существующих. В мире, который часто может показаться суровым и безразличным, сохраняется понятие бескорыстной заботы и милосердия. Удивительно, но эти ценности иногда прививаются не людьми, а удивительными обитателями глубокого Синего моря. Кто знает, возможно, продолжая изучать этих океанских гигантов, мы сможем больше узнать о природе и узнать что-то важное о самих себе.